Привет, дорогие друзья! Ну что, думалось сказать, что это была улица, на которой ничего не происходит, и на ней так и ничего не произошло. Потому что завершился саммит, гениальный саммит НАТО в этой, где он там был, в Нидерландах. Но на самом деле кое-что произошло, потому что настолько вот унижение Зеленского, которое он принимает. То есть унижение, которое ты не принимаешь. Идешь, к примеру, там тебя унизили, говорят, пошел вон отсюда, ты не принимаешь. Такой типа... А здесь Зеленский принял это унижение как должное. Я могу себе представить, как этому черту, которому рассказали, что он король мира, принимать унижение. Унизился не один Зеленский, надо сказать, но вы представляете для этого петуха, как это и взял его Трамп и опять макнул. Трамп любит его макать. Но обо всем по порядку. Уже подготовка к этому саммиту была полна скандалов. Да и вообще он должен был произойти, и все думали, что вообще война произойдет на Ближнем Востоке, но вот ее как раз-таки прикрутили. Кто-то вообще хоронил НАТО, как министр обороны Италии, заявивший, что США и ЕС уже не являются центром мирового порядка. Тут я должен сказать, что он правду заявил, ибо центр управления смещается немножко южнее. Многие это замечают, но Трамп остается Трампом, и Штаты остаются Штатами. Тут не надо вот ЕС примазываться к Штатам. Не надо. Президент Финляндии Стуб тоже признал, что время западного доминирования прошло. На смену ему приходит более беспорядочное и многополярное мироустройство. Кое-кто, кажется, немножко сошел с ума, потому что глава европейской дипломатии Каллас пригласила в ЕС Канаду, к примеру. Говорит, Европа граничит с ней. Там по северу немножко граничит. Ну и премьер Канады сказал, что Канада не намерена присоединяться к ЕС. Ну, дура дурой. Главной же темой мероприятия была вовсе не Украина, которая вместе с Зеленским отошла на второй план. В приоритете у лидеров вопрос денег, а именно увеличение военных расходов до 5% ВВП, 3,5% на оборону, 1,5% на инфраструктуру. Ну и все в этом роде. Отдельные страны, именно Испания, не видят в этом необходимости, как минимум потому, логично, кстати, что им никто просто не угрожает. И они такие, нафиг нам минировать наши границы. От кого? От французов, понимаешь? Или от кого? Что вы имеете в виду? С грибниками нам надо как-то бороться или что? Испании реально никто не угрожает. Возможно, первая страна, которая заявляет прямым текстом, имею в виду вот из именно западных стран, которые сейчас говорят, российская угроза, тут оказалось, что вот не так. Но, кстати, остальные согласились выйти на целевой показатель в 5% только к 1935 году. За 10 лет, вы же понимаете, сменятся уже по 2 раза все там правительства, поэтому отвечать будет кто-то другой. Вот они пусть и повышают. Гениальное решение. И Трамп вроде как своего добился, прогнул. И эти ничего повышать не собираются. В общем, ожидания для Украины были так себе. Ну и для мира даже, но для Украины в частности. Но Зеленский рассчитывал. Перед вылетом Трамп отвечал, насколько он привержен 5-й статье НАТО, давая понять, что не гарантирует военного вмешательства Штатов в случае нападения на какую-то Литву. Также выражал надежду на сделку с Россией. Главным вопросом было, увидится ли Трамп с Зеленским на полях НАТО. Дело в том, что изначально говорили о том, что Зеленского там не хотят видеть. Ну, реально не хотят видеть, официального приглашения тоже не будет, потому что он раздражает Трампа. И это всем стало очевидно тогда, когда Трамп, не дожидаясь, пока этот прихромает, свинтил с саммита Большой Семерки в Канаде. От СМИ не скрылось то, что скорое прибытие именно Зеленского стало одной из главных причин того, что Трамп убежал. Хотя формальным предлогом называлось обострение на Ближнем Востоке. Ну, понятное дело, что после такого финта было очевидно, что Трамп не захочет видеться с ним и там. Ну, во всяком случае, можно было это предположить. И очень интересно, там очень интеллектуальная работа кипела в стенах НАТО, и об этом сообщали СМИ, и западные, и европейские, и серьезные СМИ сообщали о том, что там решается, каким образом привести клоуна-попрошайку, но так, чтобы он не сильно раздражал папика. И вот там думали, ну, во-первых, там на обед его привести, чтобы пусть пожрет. А то вдруг он опозорится, начнет хамить, перебивать, плеваться. Ну, вы понимаете, да? Песни петь там. Представляете, начнет про их яблочко.
И как начнет, яблочко и по кругу пойдет, там, к примеру, или батька наш Бандера. В общем, никому это нафиг было не нужно. На самом деле это так и было. Это так и было. Более того, европейские лидеры некоторые говорили, что Зеленскому там откровенно не рады вообще. Было решено сократить программу и отказаться от заседания Совета Украина-НАТО на высшем уровне. Вместо президента Киев представлял министр иностранных дел Сибига, который говорил штампами тупо с телемарафона. Вот, Кулеба хоча б смішним був. Перехреститись і поставити свічку в церкві за здравие президента Трампа, за те, що він залишив нас у спокої. Также США настаивали на том, чтобы Украине было поменьше вообще в итоговом коммюнике саммита. В общем, все готовились к полному моральному унижению, но вдруг в последний момент Штаты сами изъявили в лице Трампа желание давайте встречать. Потому что у Трампа было великолепное настроение. Он смог уладить вопрос на Ближнем Востоке. Ну, давайте с этим встречусь, потреплю его, как говорится, за щеку. По моей информации, он его реально потрепал за щеку, но нам этого, наверное, не покажут. Как говорится, за щеку возьмешь. Ну и кроме того, Трамп был выдвинут на Нобелевскую премию. Он рассчитывал вывести на передний план в повестке эту свою военно-дипломатическую победу, которую сравнивают с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, мол, типа он положил конец войне. Даже провокационный клип сняли про летаки по такому случаю. Вот они летят, бомбят. И если бы он смог присоединить к своим победам еще и мир в Украине, то Нобелевка, уже кровь из носа, 100%. С учетом того, кому надавали Нобелевку, на самом деле каким-то ушлепкам, так Трамп ее достоин на самом деле. Но настроение ему успели, конечно, подпортить. И тут мы начали думать, а уж не сорвется ли он с этим плохим настроением как раз-таки на этом черте. Израиль нанес еще одну серию ударов по Ирану. Разведка стран НАТО, в том числе самих США, усомнилась в том, что бомбардировки действительно уничтожили ядерную программу Ирана. В общем, у Трампа были очень сильно недовольны тем, что и эта информация утекла из Пентагона. Трамп вообще сорвался на нецензурную брань, и можно его понять, когда ему начали задавать подобного рода вопросы. Спецпредставитель Трампа Уитхов вообще призвал расследовать это предательство и привлечь к ответственности того, по чьей вине такая оценка стала достоянием общественности. Имеется в виду оценка того, что не очень там что уничтожено, да, и это попало в СМИ. В общем, на этом моменте Зеленский мог напрячься, потому что а вдруг его вместо щеки потрепят за что-то другое, знаете. Чисто, чтобы на ком-то злость согнать, подушку можно пнуть, или вот этого вот черта, подвернувшегося под руку. При этом, повторюсь, Трамп далеко не единственный, кто оказался не рад кампании наркомана. Как сказал премьер-министр Венгрии Орбан, помимо США, против включения Украины в официальную программу саммита выступали Словакия, Венгрия и даже Турция, которая является площадкой вообще-то для украино-российских переговоров. И здесь как не вспомнить, извините, петухов, которые спят возле, в плохих местах, можно сказать, в камере. И вот тут впечатление, что как Зеленский, вот как петух. Знаете, не хотят с ним сидеть, конечно, за одним столом. Но как-то так, знаете, опасаются его, чтобы не прикоснулся, там тарелка своя пробитая. Вы знаете, вот такое какое-то ощущение. Причем Турция, понятно, почему опасается, потому что если бы черт разозлил Трампа, то вполне возможно могла сорваться следующая встреча делегации в Стамбуле. На момент подготовки материала она все еще не обзавелась датой. Ожидается, что она произойдет до конца июня месяца. На закрытую встречу лидеров петуха тоже не пустили, опасаясь, чтобы он не разозлил своим видом Трампа. Как сообщает Политико, только на ужин, чтобы пожрал, который устраивал король Нидерландов. Но сам Зеленский, конечно же, как говорится, уже намылился, помылся, там все, надушился и надел подобие костюма. Тут надо понимать, что война, наверное, в Украине таки закончена, потому что я помню это пафосное лицо, когда оно говорило, что надену костюм, когда война закончится. Так война закончилась? Или как бы так на полшишки? Потому что я что-то не понял. Костюм, понятное дело, напоминал халат из школы моей. Знаете, черные были, синие были у многих, а у некоторых черные были. Халат-трудовичок. Вот он приперся в халате трудовичок, сам себя щупал, когда шел таким фраером весь. Но эффекта былого уже нет. То есть, когда он приезжает в какой-то даже парламент там, европейской страны, там дурачок встает и аплодирует долго.
А здесь уже не то пальто, потому что поаплодируешь, опять-таки Трампа разозлишь. Ну, там Ермак размещал кадры фотосессии с открытия на переднем плане. Конечно же, Трамп, королевская чета, Макрон. Ну, а Зеленский возле почек жмется вместе с Урсулой фон дер Ляйен. Как-то там скромненько поставили, и все, взглядами, потом, когда вот видео смотришь, взглядами с Трампом, он, может, и хотел пересечься, но не пересекся. Ну, как-то такое, знаете, Федя, что ты у почек жмешься, говорит. А что интересно, Ермак так хотел поскорее этими кадрами похвастать, что даже не обрезал, где security говорит, вырубай камеру. Камеру вырубаем. Ну, всякую лабуду, прозвучавшую на открытии, повторять не будем. Пока одни лидеры рассуждали о важности противостояния с Россией, госсекретарь Рубио подчеркивал, что военного решения конфликта нет, только дипломатическое. И хотя санкции рассчитываются, они могут привести к срыву переговоров вовсе. А генсек Рюте призывает всех отчаявшихся следить не за словами, а за действиями США. Иран разбомбили, значит, вот Трамп не боится применить силу, и если надо, то применит. Вообще Рюте опозорился, наверное, не меньше Зеленского, ибо его ласкательная папочка к Трампу заметили журналисты, потом задали вопрос, а ничего, что ты так лебезишь? Но это нормально для главы такого объединения настолько подобострастно лебезить? Он сказал, нормально, ничего. Я даже на лицо себе насру ради Трампа. Казалось, самое нелепое, что может выдать Рюте, это соглашение о перемирии должно быть достаточно твердым, чтобы русские больше никогда не смогли отхватить ни квадратного километра украинской территории у американцев. Ну это уж совсем. Это уж совсем, как говорится. Это как-то связано, наверное, со сделкой о ресурсах, да? Так это уже американская земля или нет? А если американская, так давайте флаг этот выкинем, да и другой поставим, ну, более красивый. Не, еще официально нельзя, не. И гимн мне больше нравится американский, как-то тут все еще не умерла, а там такой, ну, просто классный. Но когда он сморозил, что папочке приходится разговаривать по-взрослому, это все в осадок вообще выпали. Вообще европейские лидеры были похожи на каких-то сирот, к которым приехал директор детдома, да, и вот это вот, они как-то пытаются ему очень сильно понравиться, создали максимально теплую ванную, поселили в какие-то в палаты реально, где там жил, там их короли жили и все такое. Ему понравилось. Ну, вот Трампу понравилось. Видно, что вот ему понравилось, знаете. Когда лебезят, бегают перед ним, папочкой называют, улыбаются заискивающе. Ему понравилось. Но он не купился все равно. Итоговое коммюнике оказалось совершенно беззубым, рекордно коротким. Оно насчитывает около 400 слов. Это в 10 раз меньше, чем в прошлом году. Что Украина, что Россия в нем упомянуты по минимуму. Россия – общая угроза, Киев надо поддерживать без каких-либо четких сроков вступления в НАТО. Рюте назвал членство необратимым и пообещал 35 миллиардов евро помощи. Но, правда, это никак не закреплено документально. Сказал, да и сказал, как говорится. Но что начало происходить с другими лидерами? К примеру, Мерц. Мерц еще в декабре заявлял о том, что Россия должна проиграть, а Украина выиграть. И тут внезапно Мерц, тот же самый Мерц, заявляет, что не видит военного решения конфликта. Подождите, я вот что-то недопонял. Если ты не видишь военного решения конфликта, то как же может Украина победить, а Россия проиграть? Это какое-то такое просто пафосное высказывание. Фигура речи, да? Фигура речи. А Украина победила, потому что Потому что у Украины остались ее песни или, в общем, кто об этом будет задумываться? Пару месяцев назад чувак говорил, что Украина должна выиграть, Россия проиграть. Тут говорит, нет никакого военного решения. Макрон, наш воинственный Макрон, ёпта, сказал, что надо уже сейчас думать о диалоге с Россией по вопросам ограничения вооружений и восстановления доверия. Ребята, что случилось с коалицией решительных? Они уже не такие решительные. Они моментально перестроили свои плавники. Вот туда поплыла главная акула, кит. Туда пошел наш кит, мы вот туда вот за ним. А что мы говорили вчера? Поплевать. Зачем смотреть? Одно удовольствие. Вы получаете от этого удовольствие? Я да. Трамп уже морально готовился встречать Зеленского, но даже не смог нормально ответить на вопрос, о чем они будут разговаривать. Наверное, об Украине, говорит. Наверное, об Украине.
О чем мы разговариваем? А о чем еще? Я предположил, что о наркозависимости. Вполне возможно, что Трамп мог всерьез расспрашивать: Владимир, как твои дела? Пишут, что это самое, белый снег, ты будь аккуратнее. Вы представляете, вот начал такое говорить. Но как это? О чем они еще могли говорить, правильно? Советник Ермака Подоляк озвучил такую повестку: закупки американского оружия, санкции, давление на Россию, чтобы склонить ее к прекращению огня, к переговорам. Как сообщали репортеры, перед встречей у Трампа не хватало энтузиазма, но он назвал ситуацию в Украине вышедшей из-под контроля, потому нужно что-то делать. И вот встреча состоялась. Они 40 минут посидели на стульях, встреча была закрытой, разумеется. Зеленский сказал: очень хорошая встреча, очень продолжительная встреча. Успели обговорить все. Прекращение огня и защиту людей. Пообещал вскоре озвучить детали. Но, как и его шеф Ермак, до позднего вечера ясности он не внес. Зато потом вышел на присуху Трамп и немножко ясность внес. Оказывается, прекращение огня они не обговаривали. Об этом он прямо ответил. Интерпретировать его слова иначе, наверное, не получится. Трамп рассказал самое главное на пресс-конференции, что американские летчики в кромешной тьме разбомбили все, что благодаря ему эти прижимистые раскошелятся теперь на 5%. Это очень хорошо. А Испании он недоволен, угрожает торговыми ограничениями. Упомянул он даже ресурсную сделку. Но про разговор с Зеленским ни слова. И тогда журналисты начали выпытывать, а вы же говорили вроде. А о чем вы говорили? Трамп не подтвердил, что они обсуждали прекращение огня. Он только спросил у Зеленского, как дела, и заметил, что тот был очень с ним любезен. Причем он несколько раз подчеркнул: очень любезен. По всей видимости, тот облизал ему ботинки. Условно говоря, может и фактически, но не думаю, что... дураку объяснили, что второго овального кабинета быть не должно, и поэтому он с перебором заглядывал в глаза, я думаю, лебезил, отпускал комплименты и так далее. Трампу понравилось, что тот был очень любезен, спросил у него, как дела. А от некоторых вопросов Трамп уклонился. Журналисты задавали вопросы: а что там по поводу помощи? А он ответил только на вторую часть вопроса, которая не касалась вообще этого вопроса. Украинка с BBC спросила насчет закупок ЗРК «Патриот». А он ее начал задавать вопросы про жизнь в Варшаве, про то, как муж ее воюет в ВСУ, передал ему привет. Следующий вопрос касался один из, по поводу его обещания закончить войну в Украине. Он говорит, это был сарказм. Это был сарказм. Но вообще-то он мог бы ее закончить. Но есть два нюанса. Первый – Путин, второй – Зеленский. Как вы думаете, кто мешает больше? Путин сложный. А с Зеленским были проблемы. Так и сказал, были проблемы. То есть, по всей видимости, они уже решены, эти проблемы, потому что тот стал беспроблемным. Я просто могу себе представить это 40-минутное гениальное общение, о котором соврали уже и Зеленский, и Ермак, что там было, обговаривали они прекращение огня. Не обговаривали они прекращение огня. То есть, скорее всего, Зеленский что-то вываливал, облизывал ботинки, а Трамп ему отвечал: вот в этот раз у тебя хороший пиджак, мне нравится. Следующий вопрос. Понимаете, да? Относительно того, что мы задали вопрос журналисты, что члены НАТО, да, они называют его отцом. Он сказал, что он генсека НАТО может выпороть. БДСМ слет. Слушайте, о чем же они могли говорить, если они не говорили о прекращении огня? Вполне возможно, о следующей встрече в Стамбуле. И вполне возможно, что у Трампа вырисовывается в голове на фоне успехов на Ближнем Востоке такой себе комбо. Потому что и на Банковой же заявляли, что они не готовы ни на какую встречу, кроме как на высшем уровне. И может быть Трамп уже что-то такое себе задумывает. А давай мы сделаем вот так, как они. Они же как дети. Помните этого слова? Подрались, и так и ладно, сейчас помирим. Поэтому будет очень показательно, если после дружеского потрепывания по щеке Трампом они опять согласятся поговорить с Мединским, выслушать его исторические лекции. Лишь бы Трамп не осерчал, лишь бы Трамп не потрепал теперь за ухо, и лишь бы Трамп был доволен. Это было максимальное унижение. Вообще, мне нравится. Вверх по лестнице, ведущей вниз. Я предсказывал, что для Зеленского каждая новая встреча в таком формате будет унизительной. Поэтому он сейчас будет приглашать каких-то членов парламента Эстонии или литовского какого-то премьера. Вот те еще ему рады.
Заходить в парламент Нидерландов, где будут просто вставать, похлопали, им кого хочешь, заведи осла, заведи, они будут хлопать. А вот с Трампом уже все, уже все. Было приятно на это смотреть. Надеюсь, вам тоже. Пока.